Однажды в Италии случилось событие, которое историки называют резнёй на Виа Лацио, а мафиози Коза Ностры тех времен – наказанием. Исполнителями наказания была команда под руководством Тото Риины, историю которого мы продолжаем рассказывать вот уже третье видео подряд. С ее началом и с тем, что произошло на улице Лацио, вы можете ознакомиться, посмотрев ролики, которые называются «Тото Риина. Начало» и «Тото Риина. Деревенщина». А здесь, о следующем этапе карьеры зверя, становлении его как босса клана. Однажды в Италии. Гаэтано Градо, член личной десятки на тот момент одного из самых влиятельных боссов палермитанской мафии Стефано Бантате, после событий на улице Лацио сказал своему боссу, что Рину следует убирать. Слишком много он стал плести интриг и применять стратегии. Бантате отказался, произнеся вошедшую во все кинофильмы об этом периоде фразу «Да, этому крестьянину побегать, все равно в итоге прибежит сюда». Большая ошибка. Но слово босса закон, и Градо помогает Рине скрываться. И не только. Для второго лица в клане от него по-прежнему слишком разит деревенщиной. И Гаэтано помогает Рине, что называется, набрать лоску. Как говорил сам Градо, я водил его к парикмахеру и в бутики и потратил там миллионы. Тем временем те, кто считает себя старшими товарищами Рины, вершат судьбы не только Козы Ностры, но и всей Италии. Ну или думают, что вершат. Летом 1970-го поговорить за большие дела приезжают из-за границы два важных беглеца – Томмазо Бушетто и Сальваторе Чикитедду Греко. Тему для разговора предложило американское масонство. Ему хотелось бы, чтобы мафиози поддержали ни больше ни меньше государственный переворот в Италии, который планирует Юнио Валерио Боргезе. Триумвират в составе Бантате, Лиджи и Бадаламенти решает послать кого-то в Рим для переговоров с Боргезе. И выбор падает на одного из боссов катания Джузеппе Кальдероне. Начинается своего рода торг. Боргезе практически не сомневается в поддержке Коза Ностры, ведь оплату он сулит щедрую. Будут пересмотрены дела всех сиящих на тот момент членов сицилийской мафии. Бонус, правда, единоразовый, но более чем заманчивый. В качестве ответной услуги Боргезе просит участия в перевороте и хотел бы ознакомиться со списком конкретных имен. «Нас 2000, но имен мы не называем», — отвечает Кальдероне, и сам представившийся на этой встрече как просто Пиппа. На самом деле цифра 2000 взята с потолка. Коза Ностра вовсе не планировала ввязываться в переворот, но решила не сообщать об этом Боргезе, сделав вид, что готова выступить на его стороне, а пока посмотреть, куда повернется ветер. Лишь немногие боссы Коза Ностры были действительно проинформированы о переговорах. А из тех, кто знал о предстоящей заварухе, большинство, особенно старшее поколение, считают, что мафия достаточно нахлебалась при Муссолини, чтобы поддерживать еще одну откровенно фашистскую организацию. С другой стороны, есть и те, кто прямо заинтересован. Например, Лиджа, находящийся в бегах из-за суда за убийство Микеле Наварры. Или Бадаламенти, чей шурин Филиппо Рими с отцом Винченцо Рими приговорены к пожизненному заключению. Лиджа – официальный глава семьи Корлеоне. Винченцо Рими, со слов великого летописца мафии Томмазо Бушетты, и вовсе самый могущественный мафиози из всех ему известных. Говорят, на словах Рина поддерживал идею обменять их свободу на участие Коза Ностры в перевороте. Но многие сомневаются в том, что он делал это искренне. Как бы то ни было, переворот не состоялся. Он уже совсем было начался, но потом сам же его организатор, неожиданно и без объяснения причин, отдал команду все прекратить. Есть много разных версий, почему это случилось. Некоторые, объясняя это, указывают высоко наверх, а иные даже за океан. Но нам остается только строить предположение. Нечто, на что рассчитывал Боргезе, не случилось. Например, кто-то, и вряд ли это была только Коза Ностра, не дал обещанную поддержку, и переворот умер в зародыше. Впрочем, если кто-то со стороны Коза Ностры и мог влиять на это, то уж точно не Риина. В то время достаточной силой он еще не обладал, хотя делал все, чтобы его вес в организации рос. Следующее значимое событие в истории Коза Ностры происходит уже в феврале 1971 года. Похищение ради выкупа Антонио Карузо, первенца состоятельного землевладельца Франческо Карузо и крестника министра Бернардо Матареллы.
Вопреки правилам организации, существовал железный закон, что на территории Сицилии ради выкупа людей не похищают. И правило это было продиктовано вовсе не принципами гуманизма, а элементарной логикой. Беспредел привлекает излишнее внимание властей. Что ж, в дальновидности такой позиции не откажешь. В соседнюю Калабрию, например, из-за перелившейся через все берега волны похищений ради денег, даже были введены войска. Когда министр Моторелло узнал о том, что случилось с крестником, он потерял сознание, а через несколько часов умер от разрыва сердца. На Пасху после выплаты требуемой суммы Антонио возвращается домой, но это похищение становится только началом. Уж очень много выгод извлекают похитители. С одной стороны, получая деньги и нагоняя страху, а с другой подрывая авторитет тех мафиозных кланов, под покровительством которых находились семьи жертв. 9 июня 1971 года вечером в центре Палермо был похищен Джузеппе Вассало, сын самого богатого строительного подрядчика Палермо, известного как Дон Чиччо. По имени, понятно, мафии человека не чуждого. Да и не было тогда на Сицилии чуждых мафии богатых промышленников. Но явно имевшееся покровительство другого клана не остановило корлеонцев, и Вассало провел в заточении в темной комнате 5 месяцев. Его отпустили только после выплаты выкупа с жетоном для телефонного автомата и наказом не слишком торопиться со звонком домой. Немало томился в плену и другой богатый палермитанский наследник, похищенный 14 августа 1972 года Лучано Кассино, сын владельца крупного строительного бизнеса. Семья Кассино переехала в Палермо с севера и имела монополию на обслуживание дорожной сети, общественного освещения и канализационной системы, но главное, она находилась под покровительством Бадаламенти и Бонтата, против которых втайне действует хитрая Риина. Именно подрыв их престижа и является главной целью похищения. Район, где происходит похищение, это территория главы семьи Порто-Ново Пипо Кало, который, несмотря ни на что, разрешает корлеонцам действовать на ней без помех и даже оказывает помощь в организации операции, в связи с чем не может не возникнуть вопрос, а с ним сразу и ответ, на чьей же стороне он на самом деле действует. 7 февраля 1973 года инженер Кассино освобожден после почти 6 месяцев заключения и выплаты выкупа в размере 1 миллиарда 300 миллионов лир. Посредником при передаче денег выступает Агостино Коппола, священник и племянник американского мафиози Фрэнко Копполы. Но вернемся к хронологии. 5 мая 1971 года на Сицилии происходит очень громкое преступление, к которому снова приложили руку корлеонцы. Убит Пьетро Скальоне, главный прокурор республики, занимавшийся делами мафии, и в первую очередь делом Лиджи и Риины, которые стали авторами столь масштабного проекта. Выследить прокурора было просто. Он каждое утро выходил из дома и еще до работы следовал одним и тем же маршрутом на кладбище, чтобы положить цветок на могилу умершей несколько лет назад жены. Возможно, он понимал, что это неосторожно. Там на кладбище и были застрелены сам прокурор, а с ним и его водитель и охранник. Это было первое убийство такой значимой фигуры, и оно положило конец и без того уже наладан дышащему договору о мире, который пусть и негласно, но существовал между Коза Нострой и властями еще с момента высадки союзников на Сицилии в 1943 году. По словам Бушетты, главной целью ликвидации было навредить противнику корлеонцев Гаэтано Бадаламенти. Поскольку прокурор занимался процессом, который мог привести к оправданию мафиозных боссов Винченцо и Филиппо Рими, его родственников и весьма влиятельных фигур. Убийство нарушает сразу 2 действовавших до того момента правила Коза Ностры. Первое – все действия, которые могут привести к последствиям для организации в целом, могут быть предприняты только с согласия триумвирата. И второе – не трогать законников, дабы не спровоцировать ответную реакцию силовых структур. Не будет преувеличением сказать, убийство Скальоне знаменует начало новой эпохи. Оно было первым в серии нападений на государство, террористических, а не мафиозных актов. Организация знала, что последует ответ со стороны властей, но уже не боялась этого ответа. Как сказал Томмазо Бушетта, никогда не происходило ничего подобного. Все действовали по правилам. Законники на том берегу, мы на этом. Они с нами борются, мы пытаемся защищаться, но никогда не выходим за рамки этой превентивной защиты. Таков был менталитет мафии.
Однако молодая поросль плевать хотела на древние с их точки зрения менталитеты. Им нужно было убрать неудобного прокурора, и они его убрали. Безо всяких, заметим, последствий со стороны поборников правил. А уж то, что убийство совершено на чужой территории без согласия хозяина, на этом фоне и вовсе кажется сущей мелочью. К тому же всем известно, что этот хозяин, все тот же Пипо Кало, давно уже ни в чем не может отказать клану корлеонцев. Кало всегда был на стороне силы, безошибочно улавливая, в чью сторону дует ветер. Нюх не подвел его и на этот раз. Конечно, нельзя не сказать, что приговора, официально установившего, кто виноват в убийстве Пьетро Скальоне, до сих пор нет. Но благодаря перехвату разговора Сальваторе Риини с другим заключенным на прогулке в тюремном дворе 21 августа 2013 года известно, что сам дядюшка Тото называл это делом рук своего клана. Указывал на Бернардо Провенцано как на одного из исполнителей и даже описывал детали, добавляя, что тогда прокуроры умирали так. А впрочем, не все так однозначно. Тот же Бадаламенти на вопрос заместителя начальника полиции Анджело Мангано о причинах убийства прокурора Скальоне ответил, что эта смерть была нужна людям гораздо более высокопоставленным, чем сам Мангано. Итак, молодой клан корлеонцев все набирает силу. И все заметнее становится разделение Коза Ностры на два крыла. Умеренных палермитанцев, опирающихся на Стефано Бонтата и Гаэтано Бадаламенти, и экстремистов-корлеонцев, жаждущих денег и влияния любой ценой. По крайней мере, такова самая распространенная точка зрения на события этого периода, но опять все не так однозначно. По словам босса Пипо Кальдероне, сам Бадаламенти через теракты и громкие убийства хотел продемонстрировать, что получивший ощутимый удар в начале 60-х мафия снова хозяйничает на Сицилии и готова к активным действиям. И все же вернемся к нашему герою. Как вы, возможно, помните из предыдущей части серии, официальный глава клана Лучано Лиджа около 2 лет скрывался в Катании в качестве гостя Кальдероне. Так что вопрос, кто в отсутствии хозяина будет его замещать, становился все острее. Тем более, что, кроме руководства кланом, Лиджа должен кому-то доверить и свое место в главном на тот момент органе власти Коза Ностры – Триумвирате. Выбор невелик. Это либо Бернардо Провенцано, либо наш герой Тото Риина. Но хотя Провенцано абсолютно лоялен и стреляет без осечек, его интеллектуальные способности Лиджа оценивает невысоко. Другое дело коротышка, этот умен. Жаль только, что всегда хочет откусить больше, чем влезает в рот. Лучинеддо недооценивает Риину, который к тому времени уже разработал и никогда не забывал вовремя надевать маску отличного парня, состоящую из улыбок, шуток и похлопываний по плечу. И лишь очень немногим удается заметить, что скрывается под этой маской. Мстительный, кровожадный и агрессивный манипулятор. Он стремится быть популярным, нравится любой ценой. Умеет убеждать своей быстрой, похожей на заговаривание зубов, речью. Скорее всего, потом Лиджа пожалел о своем выборе, но тогда остановился он на Риине, оставив Провенцано рядом с собой для компании. Тем временем ответная реакция государства на убийство Скальоне долго себя ждать не заставляет. Уже в июле того же 1971 года происходит большая облава, в результате которой 114 человек, причастных к Коза Ностре, оказываются за решеткой. Вместе с такими важными фигурами, как Дженко Руссо и Фрэнк Коппола, а также со многими другими боссами, на нары отправляются Бонтата и Бадаламенти. А Лиджа и Риина остаются на свободе. И в отсутствии 2 других участников Триумвирата оказываются в сущности единственными властителями сицилийской мафии. Теперь Риина может действовать активнее. Лиджа далеко, Бадаламенти и Бонтата в тюрьме. И это означает только одно – путь к вершине расчищен. И Риина делает то, что у него всегда получалось лучше всего. Разжигает вражду, настраивая одних против других, и не вызывая подозрений, что он и является автором этих расприй. Но не все так однозначно, и по словам самого же Бадаламенти, в буйном расцвете корлеонцев первостепенную роль сыграли американские спецслужбы, а вовсе не талант интригана-коротышки. В
Впрочем, даже если клан Корлеоне и пользуется помощью из-за океана, он не оставляет без внимания и собственное государство. Вито Чанчимино, видный политик, имевший связи с Андреотти и с Берлускони, осевший за принадлежность к Коза Ностре, не зря родился в Корлеоне. Звучит почти как анекдот, но он был репетитором по математике у Бинно Провенцано и Тато Риины. Жили рядом, дружили семьями, все по правилам добрососедства. Потом Чанчимино подался в политику. Дослужился аж до мэра Палермо, но и связей с родной землей не растерял. Несколько сотрудничавших с юстицией бывших мафиози в один голос утверждают, что помощь с уроками была далеко не единственной его услугой корлеонцам, и что именно в их интересах, хоть и по настоянию своих влиятельных друзей-министров, Чанчимино отправился отставить нужды и чаяния электората в Рим. И если вначале его тесные отношения с земляками ограничивались административными интересами и спекулятивными вопросами, связанными со строительными подрядами в городском и региональном масштабе, то в 70-м году его вызвали в Рим, в Министерство внутренних дел, где ненавязчиво попросили выступить в качестве посредника, чтобы наладить прямые отношения с корлеонцами. А также поручили ему отслеживать некоторые деликатные ситуации, в том числе информировать определенных лиц о возможных инициативах Лиджи, Провенцано и Риины, дабы держать их под контролем и не допустить ложных шагов. Как рассказывал сын Вито Чанчимино, Массимо, это было полезным обменом информацией, который помогал продвигать интересы всех его участников. Он же, кстати, утверждал, что хотя и убийство прокурора Скальоне, и произошедшее до этого похищение и убийство журналиста Мауро де Мауро были делом рук Коза Ностры, но команда на исполнение в обоих случаях пришла из столицы, от неизвестных лиц в самых высших кругах власти. Итак, клан Корлеоне начала 70-х – клан сильный, агрессивный и влиятельный. Но первое лицо этого клана по-прежнему Лучано Лиджа. Арина хоть и пользуется его доверием, но все же остается лишь заместителем. Это не устраивает властолюбивого коротышку, но до поры он умело это скрывает, делая вид, что действует исключительно в интересах семьи. А что же личная жизнь будущего зверя? Как складывается она? А в ней по-прежнему лишь одна женщина, красавица Нинетта. Настоящая женщина мафии, та, что не задает вопросов вроде «почему одежда в крови», «что в чемодане» и «откуда деньги?». На самом деле, именно тем, что жена является хранителем секретов мужа, и объясняется требование кодекса Коза Ностры о супружеской верности. Но Риина, кажется, действительно влюблен, причем взаимно. Вот только Нинетте Багарелли пришлось заплатить за эту любовь. 16 июля 1971 года состоялся процесс о ее высылке из Корлеоне для проживания под надзором в одном из северных городов Италии, поскольку из-за своей деятельности в пользу корлеонского клана она опасна. Годом ранее аналогичный запрос был отклонен прокурором Пьетро Скальоне, но полиция снова представила досье в магистратуру, передав множество новых сведений о роли связной, которую выполняла Багарелла. Приложена также секретная записка о регулярных встречах с человеком, который ездит на желтом мотоцикле, молодом мафиози, каждую неделю сопровождавшим Нинетту к жениху. Антонина Багарелла все отрицает. «Я женщина, и я виновна только в том, что люблю человека, которого уважаю и которому доверяю. Тато Риину я любила всегда. Мне было 13 лет, ему 26, и он никогда не покидал моего сердца. Только в этом я виновна, господин председатель». Сальваторе Риина не невинная душа, его разыскивают за множество убийств, синьорина. Махинации и клевета. Сальваторе невиновен, он невиновен и по решению суда присяжных Бари, который его оправдал. Синьорина, здесь вас обвиняют в том, что вы состоите в банде Лиджи. Я Лиджи даже не знаю. А вы знаете, синьорина Багарелла, что против вас предложена мера принудительного поселения? Не думаю, что суд захочет отправить меня в принудительное поселение. Если у вас есть совесть, если у вас есть сердце, вы этого не сделаете. В нашей семье остались только женщины, и мы должны работать для себя и для наших мужчин, отцов и братьев, попавших в беду. Антонина Багарелла фиксирует взгляд на лице председателя суда и шепчет: «Если этот суд захочет отправить меня в принудительное поселение, у меня немного альтернатив.
Я должна буду ждать приговора, потому что, несмотря на предубеждение полиции, я законопослушная гражданка. Значит, такова должна быть моя судьба. Прокурор просит 4 года ссылки, адвокат ходатайствует о прекращении дела и называет обвинения Нинетти абсурдными, а ее саму – невинной жертвой полицейских преследований, всеми любимой учительницей, случайно попавшей в беду. В доказательство своих слов он достает из сумки сотни писем от преподавателей и учеников, все послания поддержки и свидетельства о превосходном моральном и гражданском поведении Антонины Багареллы. И все же разжалобить суд не удается, и Нинетта отправляется в ссылку. 28 февраля 1974 года истекает более чем 2-летний срок ее нахождения под особым надзором. Но 21 февраля полиция не обнаруживает Нинетту дома. Она уехала в Германию работать, отвечает ее сестра. Утром 19 февраля 1974 года, чуть больше, чем за неделю до истечения срока ссылки, Антонина Багарелла ударилась в бега, как и ее тато. Наконец, после многих лет помолвки, они решают, что настало время пожениться. Посаженным отцом на свадьбе был Мика Трипода, босс калабрийской мафии Ндрангеты, у которого, в свою очередь, посаженным отцом уже на его свадьбе был Риина. Обмен организован через связи Лиджи, ради укрепления и без того нерушимой дружбы между корлеонцами и кланом Трипода. Ведь старомодных калабрийцев пора подключать к современным методам ведения бизнеса Лиджи. Долгожданная свадьба Тато и Нинетты, несмотря на то, что оба новобрачных в бегах, пышная, с приглашениями и по всем правилам. Церемонию проводит священник-мафиози Агостино Коппола. В свадебное путешествие двое беглецов отправляются в Венецию. Но хотя священник забывает зарегистрировать брак в гражданском порядке, кто-то все же доносит в полицию, и по возвращении карабинеры устраивают засаду новобрачным возле дома, где они остановились. Голубкам, однако, удается избежать сетей. Вместо них туда попадается брат Нинетты Леолуко Багарелла, который тоже, будучи в розыске, пришел в квартиру раньше. 1974 год вообще стал важным и удачным для Риины. В начале года был упразднен триумвират Бадаламенти Лиджи Бонтате и воссоздана комиссия. Ее главой был назначен Гаэтано Бадаламенти. В состав вошли, разумеется, те же Лучано Лиджи и Стефано Бонтате, а вместе с ними Антонио Соломоне, Розарио Ди Маджо, Сальваторе Скальоне, Джузеппе Кало, Розарио Рикобоно, Филиппо Джакалоне, Микеле Греко и Антонио Джераччи. Лиджи пытался ввести в комиссию как можно больше своих людей. Это вызвало сильное противодействие со стороны Бадаламенти и Бонтате и в итоге привело к тому, что недовольными оказались обе стороны. Со временем Риина решит этот вопрос, а сейчас у него другая проблема. В комиссии он лишь представляет Лиджи, который и должен принимать все решения от имени клана. Но 16 мая 1974 года сотрудники финансовой гвардии едва ли не случайно отправились с обыском на квартиру в Милане, где жил некий дядюшка Антонио. И с огромным удивлением обнаружили там Лиджи со своей сожительницей и ребенком. Лиджи был арестован и водворен в тюрьму, а по поводу причин этого ареста говорят разное. Некоторые, сотрудничавшие с законным мафиози, как, например, все тот же Томмазо Бушетто, считали, что таким образом Риина устранил главного конкурента. Во время своих долгих встреч с судьей Джованни Фальконе Бушетто говорил о Риине: «Этот человек болен полицейщиной. Он всегда вел себя как полицейский». Он убил своего первого босса Микеле Наварро вместе с Лиджи, а затем избавился от него самого через государство. Он не разговаривал со следователями, но у него была другая привычка – анонимные письма. Он написал их много, и я считаю, что именно он в 1974 году способствовал аресту Лучано Лиджи. Конечно, нельзя не признать, что Бушетто и Риина злейшие враги, а такое обвинение в адрес босса боссов мафии кажется невероятным. Но оно подтверждается другим раскаявшимся мафиози Гаспаре Мутоло. Риина вбил себе в голову, что командовать должен он и только он. Тогда он начал устраивать трагедии внутри организации. Своими доносами он способствовал аресту своего босса Лучано Лиджи. Лиджи не был дураком и имел своих информаторов внутри Козы Ностры.
Когда в 1974 году он узнал, что Риина начал устраивать трагедии, он передал всем Капа, чтобы больше не разговаривали с Рииной, а общались с Бернардо Провенцано, потому что Лиджи узнал, что Риина создавала свою мафию внутри мафии. Лиджи передал, что Риина слишком много ест и часто поднимает бокал, а выстрелом из пистолета убивает 2 человек своих сотрапезников. Правду говорит Мутала или нет, но в любом случае не похоже, что к этому сообщению Лиджи прислушались. Риина не просто остается реагентом Лиджи и сохраняет свое влияние в комиссии. Постепенно он добивается того, что большинство членов этой комиссии действует в его интересах. Но о том, как Тато Риина прошел путь от рядового члена купола Коза Ностры и регента клана Корлеонцев до босса боссов всей сицилийской мафии, смотрите в следующих роликах серии. Однажды в Италии.